Привет, друзья! Рад снова видеть вас здесь, под микроскопом, там, где скрытый мир оживает прямо у нас под объективом. Сегодня у нас эксперимент, который вы просили в комментариях. Тестируем порошковую куркуму против микробов. Да, не сок, не корень, именно тот порошок, который продается в магазинах. Вы долго просили, и я наконец-то сделал это видео. Но сразу по традиции важное предупреждение. Я не врач, не фармаколог, не биолог. Я самый обычный парень, которому просто дико интересно исследовать микромир. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Если у вас есть проблемы со здоровьем, идите к врачу. Куркума, микробы – это все эксперименты ради науки и нашего интереса. Мы здесь не лечим, мы просто наблюдаем. Если вы поддерживаете такие честные и трудоемкие эксперименты, можете подписаться и нажать на колокольчик. Это не просто кнопка. YouTube начинает продвигать видео и показывать ее еще большему количеству людей. Это реально помогает. Ну что, давайте проверим, настоящая ли у меня куркума. И поверьте, результаты будут странные. Перед тем, как заливать порошок куркумы на микробов, надо разобраться, а вообще настоящая ли она? Итак, первый способ. Я бросил щепотку куркумы в стакан с водой. И знаете что? Все получилось именно так, как и должно быть с настоящей куркумой. Настоящая куркума должна медленно распускаться в воде красивыми желтыми струйками, словно золотая пыль падает и растворяется прямо перед глазами. Порошок постепенно оседает на дно, образуя красивые облачка цвета. Так вот, у меня произошло именно это. Желтые струйки распустились. Все выглядело плавно, красиво и натурально. Если бы детям показать, я думаю, они бы просто завороженно смотрели на это минутами. А теперь второй способ с мылом. Куркумин – кислотно-основной индикатор. В щелочи он должен краснеть и буреть. Я взял порошок, смешал с водой и добавил мыло. И... ничего, абсолютно. Желтый так и остался желтым. Думаю, может, мыло не щелочное. Берем другое, повторяю. Результат тот же, может, чуть темнее стал, но не тот эффект, что должен быть. Уже 2 теста с мылом провалены. И третий способ с маслом. Настоящая куркума должна так окрасить кожу, что потом полдня будешь пытаться это отмыть. Мы это знаем по соку куркумы. В прошлый раз я ходил как желтый миньон. Но с этим порошком ничего. Слабый цвет и смывается в секунду. Вывод. Моя куркума подозрительная. Очень подозрительная. Скорее всего, подделка. Но давайте все-таки посмотрим ее под микроскопом. И тут меня ждал сюрприз. Под микроскопом порошок выглядит как настоящие золотые самородки. Мелкие, сверкающие, будто это песок из другой планеты. При увеличении 400 крат видно, что частицы не твердые, как песок. Они слегка распадаются, растворяются. То есть шанс, что это все-таки куркума, есть. В темнопольном режиме это просто космос. Настоящие золотые галактики. Даже если это подделка, выглядит она великолепно. Ну ладно, хватит красоты, давайте перейдем к главному. Сегодня у нас небольшой зоопарк из микромира. Их немного, но этого вполне достаточно, потому что у нас очень подозрительная куркума. Вот инфузория, крупная, неторопливая, очень выразительная. Посмотрите, как она резко сжимается, буквально за 30 миллисекунд. У меня камера снимает 30 кадров в секунду, а она успевает сжаться между этими кадрами. Если бы человек так мог сгибаться, его бы разорвало пополам. Увеличение до 400 крат, и видим, что ее рот выглядит как настоящий алмазный кратер. Вот коловратка, внутри все крутится, шевелится. И да, это не голова, это хвост. Голова сейчас внутри спрятана. Рядом солнечник, хищник микромира. Иголки – это аксоподии, которыми он хватает жертву. И вот амеба, для меня редкая. Обычно они ползают по стеклу, а это просто плавает. Ее движение – настоящее перетекание живого желе. Красота невероятная. И все это – мир, который мы никогда бы не увидели без микроскопа. Пора испытать их куркумой. Первый микроб, малюсенький, растворился за 5 минут.
просто распался. При этом рядом проплывает бактерия, и ей абсолютно все равно. Она только смотрит и уплывает. Еще один микроб. То же самое, куркума убила, но бактерия рядом живет, как ни в чем не бывало. А эта инфузория сразу начала реагировать на куркуму и сжиматься. Через 5 минут оболочка начинает быстро растворяться. И все, она распалась, аж жалко стало немного. Этот солнечник тоже погиб примерно через 5 минут. Немного поменял форму и вроде бы слегка оболочка растворилась. А вот коловратка выжила, сжалась, спряталась, но не погибла. Вторая инфузория и снова те же 5 минут до разрушения оболочки. Ну, инфузории вообще самые слабые, и куркума, по идее, мгновенно должна их убивать, а не за 5 минут. Красивая амеба. Вот тут неожиданно. 20 минут понадобилось куркуме, чтобы ее убить. Почему так долго? Для меня это загадка. А бактерии? А вот бактерии живут, плавают и резвятся. Наверное, порошковая куркума им как вода. Почему так слабо у нас получилось? Тут несколько вариантов. Возможно, нужно было подогреть воду, а потом засыпать порошок. Возможно, куркума в порошке намного слабее, чем свежий сок. И, возможно, это действительно не настоящая куркума, и я купил подделку, что, скорее всего, это так. Именно поэтому я хочу сделать отдельное видео со всеми способами проверки порошковой куркумы на подлинность. Их много, и постараюсь собрать все способы проверки в одном видео. И я продолжу поиск настоящей куркумы. В идеале, конечно же, куркума прямо из Индии, но это будет трудно. А пока я хочу сделать следующее. Засушить корень куркумы самостоятельно, перемолоть в порошок, потом купить сухие корешки и тоже перемолоть в порошок. И сравнить их. Тема с куркумой пока вообще не раскрыта, и мы ее обязательно раскроем. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам нравится такая честная наука под микроскопом, подпишитесь и нажмите колокольчик, особенно если хотите видеть продолжение исследований куркумы. Ваша подписка помогает развивать канал, а это мощная поддержка. И напишите в комментариях, в чем еще искупать микробов. Ваши идеи – это прямые будущие эксперименты. Спасибо за просмотр. Это был мир, который скрыт от глаз, но не от микроскопа. До встречи. Пока-пока.